Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео я познакомлю вас с инструментом круговой массив. Будем работать в верстаке Part Design. Он у меня уже открыт. Создаю новый проект. Создаю тело. И затем создаю эскиз. Выбираю плоскость XZ. Жму на ОК. Жму на сетку. И выбираю инструмент «Создать круг по центру». Это будет у нас обычная крышка. Выбираю инструмент ограничения диаметра и ограничиваю нашу окружность. Окружность ограничена. Закрываю. Использую инструмент выдавливания. И поставлю толщину 0,45 дюйма. Здесь в параметрах это длина. Жму на ОК. Крышка готова. Выбираю эту грань. Создаю эскиз. Включу сетку. Я вообще привык ей пользоваться. Как вам удобно, можете пользоваться, можете нет. Для меня это удобный инструмент. Выбираю создать круг по центру. Пусть будет у нас 0,45 дюйма. Отверстие, пока это только окружность. Появилось ограничение. Я его мышкой выделяю. Оно становится зеленым. И удаляю. Оно мне не нужно абсолютно. Выбираю инструмент ограничения диаметра. Жму на ОК. И беру инструмент ограничения положения для нашей точки. Окружность ограничена. Закрываю. Использую инструмент карман. Ставлю длину 0,5 дюйма, чтобы наше отверстие получилось сквозным. Жму на ОК. Все, наше отверстие готово. Выделяю левой клавишей отверстие. Нахожу инструмент круговой массив и кликаю левой клавишей. Появилась надпись «Преобразование выполнено успешно» в окне задачи. И у нас появилось два отверстия. Одно и второе. Количество вхождений 2. Мы можем их увеличить. Сделать, например, 3, 4, 5 и 6. Пусть будет так. Вот в этой графе указан угол 360 градусов. То есть наши отверстия распределены равномерно по всему диаметру крышки. Можно поиграть и поставить меньший диаметр.
Например, я сделаю 180 градусов. То есть наши отверстия будут выглядеть так. Они будут только в одной половине нашей крышки. Ну, можно и другой угол поставить. Например, сейчас 189. Можно поставить, например, 270 градусов. Кликаю левой клавишей. Вот так будут расположены наши отверстия. Но бывают ситуации, когда необходимо пользоваться этим инструментом. Но в моем случае наши отверстия будут равномерно распределены по всей поверхности. 360 градусов. Жму на ОК. Все, наши отверстия готовы. Коллеги, еще немного практики. Создаю проект. Тело. Эскиз. Выбираю плоскость XZ. ОК. Добавляю сетку. Выбираю инструмент. Создать круг по центру. И выполняю 2 окружности. Использую инструмент ограничения диаметра. Ограничиваю первую окружность и вторую. Все. Закрываю. Использую инструмент выдавливания. Выдавлю на, пусть будет полдюйма. Жму на ОК. Вот такое кольцо. Если в первом случае мы добавляли отверстия с торцевой части, то сейчас попробуем добавить их с цилиндрической. Вот здесь. Выбираю грань, создать эскиз. И появляется надпись: для создания эскиза грань должна быть плоской. Выбранная грань не плоская. Понятно. Окей. Значит, в этом случае я буду пользоваться дополнительной плоскостью. Заходим в верхнее меню, выбираем пункт «Создать опорный элемент» и «Создать опорную плоскость». Плоскость создана, но нам необходимо ее развернуть. Я ее поворачиваю вокруг оси X. Должна развернуться на 90 градусов. Я немножко переборщил. Угу. Вот так, 90. Уберу ненужные сообщения об ошибке. Так, и теперь нам надо сместить нашу плоскость на самый край нашего кольца. То есть я выбираю ось X. Неправильно выбрал. Ну, это небольшая ошибка. Просто вы, когда будете что-то выполнять, можете забыть, какой плоскостью вы пользуетесь в данный момент. Здесь ничего страшного нет. Взяли одну плоскость. Вот, плоскость Y. 2 дюйма. Значит,
Сделаю 1,5. 1,65. Я, честно говоря, забыл уже, какое ограничение ставил для наружного диаметра, но это не страшно. 1,65, 1,62, 1,61. Сейчас сделаю. Ну, вот теперь видно, что в принципе наша плоскость прилегает точно к нашему кольцу. Я немножко увеличу, чтобы вам было наглядно видно. А нет, не прилегает. Значит, 1,60. 1,60. 1,59. Все, прилегает. Теперь нормально. Жму на ОК. Разворачиваю наше кольцо. Плоскость. Кликаю левой клавишей. Создать эскиз. Угу. Деталь развернулась. Ну, бывает и так. Ничего страшного, поправим. Добавляю сетку. Повернуть деталь, посмотрю, как добавилась сетка. В принципе, нормально. Выбираю инструмент «Создать круг по центру». Увеличу наше кольцо. Вот так, побольше. И здесь сделаем отверстие окружности 0,20 дюйма. Выбираю инструмент ограничение диаметра. Все. Ограничена наша окружность. Закрываю. И использую инструмент карман. Так. Карман. Наверное, сделал ошибку. Надо было удалить плоскость. Отмена. Кликаю на плоскость. Левой клавишей, правой и удаляю. То, что ссылки будут нарушены, нам это значения для нас никакого не имеет. Так. Теперь нам нужен инструмент карман. Симметрично плоскость ставлю. Так, и глубина нам нужна, чтобы было прорезано насквозь. Вот так. Окей. Выбираю наше отверстие. Инструмент. Создать элемент кругового массива. И посмотрим сейчас, что у нас получилось. Так, ну пока только одно отверстие, больше я не вижу. Так, сейчас поиграем с осями. Вертикальная ось. Ничего не изменилось.
горизонтальная. Тоже ничего не изменилось. Увеличим количество отверстий. Угу. Все сломалось. Так. Возвращаю наше отверстие к 2 штукам. Попробую выбрать базовую ось Z. Также ничего не изменилось. Возьмем Y. Все, Y. Все правильно. Теперь увеличим количество вхождений. Сделаем их 6. Все, вот так. Теперь сделано наше отверстие. То есть, используя круговой массив, вы можете делать отверстия, выполнять не только с торцевой части, но и с цилиндрической также. Жму на ОК. Кликаю левой клавишей, правой. Переключаю прозрачность. Вот так видно, как расположено наше отверстие в нашей детали. Ну, на этом все. Я думаю, что теперь у вас есть представление о том, как использовать инструмент круговой массив. Желаю вам всем удачи. До свидания. До встречи в новых видео.